Всем привет, с вами Светлана, вы на канале Светлана Тим. Сегодня вяжу шарф из меланжевой пряжи. Я выбрала вот такой красивый узор. Повторяем всего лишь 2 ряда, узор просто вяжется, просто запоминается. И не так просто найти узор, на мой взгляд, для того, чтобы связать из меланжевой пряжи. То есть, если бы я вязала, к примеру, лицевую гладь, то здесь были бы просто такие полоски. А так получается узор плавно, цвет переходит один в другой, и мне кажется, что для шарфа получается идеально. Также я использовала здесь двойную кромочную, получается аккуратный край. И как выглядит узор с изнанки, вот тоже выглядит хорошо. Шарфик я буду вязать вот из этого моточка, здесь 100 грамм. Мне его подарили. Этот моточек был без этикетки, но мне кажется, что это пряжа Alize. Вот такая пряжа. Очень, по крайней мере, похожа. Понадобится сантиметровая лента. Если вы вдруг будете вязать из другой пряжи, то для того, чтобы рассчитать количество петель, которые мы будем набирать, в зависимости от ширины, естественно, нам понадобится сантиметр. Крючок для того, чтобы спрятать кончики. Ножницы. Я вязала спицами номер 4,5. Можно вязать прямыми или круговыми спицами. И хочу вам показать толщину пряжи и, соответственно, толщина нити. Для вязания шарфика на спице набираю количество петель кратное 3, плюс 1 петля симметрии, плюс 6 петель кромочных. 3 петли с одной стороны и 3 петли с другой стороны. Если вы вяжете этот узор для любого другого изделия, набираем количество петель кратное 3, плюс 1 петля симметрии, плюс 2 кромочных. Итак, вяжем первый ряд, начальный ряд. То есть у нас есть 2 начальных ряда, и затем уже я покажу, как вязать узор. Итак, вяжем первый ряд, кромочную снимаю. Дальше 2 лицевых. Это у нас получается кромочные петли. И начинаем вязать узор. В начале вяжу 2 начальных ряда, как я уже сказала. 1 петля лицевая, 1 изнаночная. 2 подготовительных ряда. Вяжем лицевая, изнаночная. До тех пор, пока на спицах не останется 3 кромочных петли. Лицевая и 3 кромочных. Снимаю 2 петли, не провязывая нить за работой, и лицевая. Второй начальный ряд, изнаночный ряд. Снимаю первую петлю, не провязывая. Вяжу 2 петли изнаночными. Вяжу за заднюю стенку для того, чтобы петли не были скрещенными. То есть следите за этим. И провязываю еще раз изнаночная, лицевая. То есть вяжу, как смотрят петли по рисунку. 1 изнаночная, 1 лицевая. Это у нас 2 начальных ряда. Мы их провязываем в начале вязания шарфика, к примеру, и в конце также я вяжу 2 ряда резинкой 1 на 1, затем закрываю петли. Итак, смотрите, 3 кромочных я перевожу нить перед работой, снимаю петли, не провязывая, и кромочную вяжу изнаночной петлей. Вяжем первый ряд раппорта. Первую петлю снимаю, не провязывая, затем вяжу 2 лицевых и начинаем вязать наш узор. Первая петля, 2 изнаночная, вводим спицу в нижний ряд под изнаночной петлей, вытягиваем 1 петлю, длинную петлю, то есть вот не делайте ее короткой, длинную, накид и 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И повторяю раппорт. В нижний ряд под изнаночной петлей вытягиваю петлю, накид, 2 вместе лицевой. И снова вытягиваю петлю из нижнего ряда под изнаночной петлей, накид,
и 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Так вяжем до тех пор, пока на спице не останется 4 петли, 1 петля симметрии, мы ее вяжем лицевой. Дальше переводим 2 петли, не провязывая, нить за работой, это кромочные петли, и последняя петля лицевая. В изнаночном ряду первую кромочную снимаю, не провязывая, 2 изнаночных, вяжу их за заднюю стенку, для того чтобы петли с лицевой стороны не были скрещенными. И затем вяжем первый раппорт, 2 вместе изнаночной, лицевая, 2 вместе изнаночной, лицевая. И так вяжем до конца ряда. 2 вместе изнаночной, лицевая, петлю симметрии вяжу изнаночной и кромочные петли, 3 кромочных петли, нить перед работой, переводим 2 петли, не провязывая, и последняя петля изнаночная. То есть я связала 4 ряда, повторяем 3 и 4 ряд необходимое нам количество раз, свяжем с вами, давайте еще 2 ряда. Как вязать 5 ряд, точно так же как и 3, первую петлю снимаю, не провязывая, 2 лицевых и вяжем первый раппорт. Вот вытягиваем из нижнего ряда под изнаночной петлей петлю, накид, 2 вместе лицевой. Так вяжем до конца ряда. Втягиваем петлю, накид, 2 вместе лицевой, петлю симметрии вяжем лицевой, петли, кромочные петли, 2 петли снимаю, не провязывая, нить за работой, лицевая. 6 ряд кромочную снимаю, 2 изнаночных за заднюю стенку и вяжем первый раппорт, 2 вместе изнаночной, лицевая. Повторяю раппорт, 2 вместе изнаночной, лицевая, 2 вместе изнаночной, лицевая. Так вяжем до конца ряда. 2 вместе изнаночной, лицевая. В конце ряда петля симметрии изнаночная и 3 кромочных, снимаю 2 петли, не провязывая, нить перед работой, последнюю петлю вяжем изнаночной. Затем провязываю 2 ряда, точно так же как мы провязали первый и второй ряд, то есть петли кромочные вяжем точно так же, а здесь вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, и затем покажу, как закрывать петли, если мы вяжем шарфик. Как я закрывала петли: снимаю 1 петлю, не провязывая, накид, лицевая петля, и набрасываю первые 2 петли на последнюю, которую мы провязали. Накид, лицевая, и набрасываю первые 2 петли, накид вместе с первой петлей на 3-ю петлю. Итак, я закрываю петли. Получается такое закрытие не стянутое. Накид, лицевая и закрываю. На этом все. Надеюсь, вам этот узор будет полезен, особенно для вязания из меланжевой пряжи или же из пряжи градиент. То есть очень хорошо накид, лицевая. Очень хорошо этот узор получается из таких видов пряж. Не забывайте подписаться на мой канал, оставляйте свои комментарии, и увидимся с вами в моих следующих
видео. Всем пока!